Для современных самолетов керосин – это основное авиационное топливо. На нем работают турбореактивные и турбовинтовые двигатели. Благодаря росту объема пассажирских и грузовых перевозок спрос на него постоянно увеличивается. Для того, чтобы обеспечить авиатопливом крупные аэропорты, выстроена целая инфраструктура, обеспечивающая его производство, хранение и доставку до самолета. При этом качеству керосина уделяется особое внимание, ведь от этого напрямую зависит безопасность полетов. Обычно вся эта работа скрыта от посторонних глаз, и, находясь в аэропорту в ожидании посадки на свой рейс, мы можем наблюдать лишь ее финальный этап, когда идет заправка топлива в баке самолета. Канал «Авиасмотр» приоткрывает завесу тайны сразу над всем этим процессом. Расскажем, как производят и транспортируют авиационный керосин и какие проверки он проходит на этих этапах, а также понаблюдаем за заправкой двух самолетов. Среднемагистрального Airbus A321, готовящегося к полету в Амстердам, и широкофюзеляжного Boeing 777, оснащенного самыми мощными турбовентиляторными двигателями в мире, который скоро возьмет курс на Нью-Йорк. И все это в московском аэропорту Шереметьево, крупнейшем в России авиаузле по объему пассажиропотока. На бортах этих топливозаправочных машин крупными буквами написано ТС-1. Это обозначение марки авиационного керосина. В России им заправляют практически все пассажирские и транспортные самолеты. В западных странах для аналогичного сегмента воздушных судов применяется топливо Jet A1. По своим характеристикам и составу это очень схожие марки авиакеросина. Поэтому в России разрешена эксплуатация иностранных пассажирских и транспортных самолетов Airbus и Boeing с использованием топлива отечественного производства. Из аэропорта Шереметьево временно переместимся на московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти». Это один из основных поставщиков авиационного топлива для столичных аэропортов, и здесь производят керосин марки ТС-1. Его получают в специальных ректификационных колоннах путем прямой перегонки нефти. Отобранная керосиновая фракция далее подвергается дополнительной гидроочистке, чтобы значительно уменьшить в ней содержание серы. Затем в получившийся керосин высокой очистки уже по мере необходимости добавляют пакет присадок. Это могут быть противоизносные и антиокислительные, которые добавляются на заводе, а также противоводокристаллизационные для предотвращения образования кристаллов льда и антистатические, чтобы снизить вероятность воспламенения из-за зарядов статического электричества. Перед тем, как партия керосина ТС-1 будет готова к отправке потребителям, она должна получить паспорт качества продукции. В лаборатории завода специалисты должны убедиться в том, что топливо более чем по 2 десяткам показателей соответствует ГОСТу. Здесь проверят содержание серы, плотность и вязкость, температуру начала кристаллизации и многие другие важнейшие параметры, которые определяют потребительские качества авиационного керосина. И, кстати, почему именно керосин используют в качестве топлива для реактивных самолетов? Все дело в базовых свойствах, подходящих для довольно непростых условий эксплуатации. Одна из главных особенностей керосина – низкая температура замерзания. Самолеты летают на высотах 10-12 километров, где нередко бывают температуры до минус 55 градусов, а топливо ТС-1 начинает замерзать только при минус 60 градусов. Несмотря на очень низкие температуры, оно не становится слишком вязким, а значит, топливные насосы самолета все еще способны его перекачивать от баков к двигателям. Также керосин обладает отличными смазывающими качествами, имеет высокую полноту и теплоту сгорания и низкую склонность к образованию отложений. После выдачи паспорта качества авиационный керосин марки ТС-1 готов к отправке потребителям. В нашем случае московский нефтеперерабатывающий завод передает авиационное топливо в кольцевой магистральный нефтепродуктопровод, построенный вокруг Москвы. По нему керосин доставляется в крупнейшие столичные аэропорты. Мы находимся на топливозаправочном комплексе компании «Газпромнефть-Аэро». Аэропорт Шереметьево совсем рядом, буквально в полукилометре от этой точки. Его третья взлетно-посадочная полоса открылась совсем недавно, а уже используется на полную, и ее трафик отсюда хорошо просматривается. На довольно компактной территории разместились 4 вертикальных резервуара вместимостью чуть более 4500 кубических метров. Керосин на склад попадает как по трубе из московского кольцевого нефтепродуктопровода, так и при помощи автомобильного транспорта, для которого здесь имеется 2 модуля приема автоцистерн.
Перед тем, как топливо попадет в резервуары, оно пройдет через специальные фильтры для отсеивания механических примесей и воды. При этом степень фильтрации составляет всего несколько микрон. А далее проводятся наглядные тесты, которые затем еще несколько раз будут проведены специалистами на пути керосина к бакам самолета. Это визуальное определение содержания воды и механических примесей. В стеклянную колбу под напором подается керосин, который, закручиваясь, образует воронку. Если в топливе содержится вода и примеси, то они обязательно осядут на дно колбы, и их можно будет увидеть. Законы физики не обманешь, ведь плотность воды больше, чем у керосина. На следующем этапе качество очистки керосина проверяется с помощью специального приспособления, которое называется ПОС-Т. В него вставляется индикатор качества топлива, а затем все из той же колбы, где до этого крутилась воронка, отбирается небольшое количество авиакеросина. Если в нем содержится эмульсионная вода, то на желтом слое индикатора появятся сине-голубые пятна, а если присутствуют механические примеси, то на белом должны остаться темные отпечатки. В нашем случае все в полном порядке, и керосин готов к дальнейшей транспортировке. Кстати, есть на складе колба намного большего размера. Ее объем 140 литров, и в ней проверяют керосин, который хранится в тех самых 4 больших резервуарах. Здесь также контролируют наличие воды и примесей, а сама отобранная проба тестируется в местной лаборатории. И если никаких замечаний нет, то этот керосин готов для дальнейшей транспортировки на пункт налива, расположенный уже в самом аэропорту. А тем временем на перроне аэропорта Шереметьево у терминала Е начинается заправка узкофюзеляжного лайнера Airbus A321, который через час должен вылететь в Амстердам. Сначала оператор заземляет топливозаправщик и самолет, а затем присоединяет топливный рукав к заправочной горловине в крыле. На электронном табло в графе «Задано» отображается 21 400 килограмм. Это полная масса керосина в цистерне, из которых будет выдано 14 тысяч килограмм. Получившейся массы топлива в баках, с учетом остатка от прошлого полета, как раз хватит для перелета в Амстердам и обратно в Шереметьево. Общее время обоих рейсов составит чуть больше 6 часов. Средний расход топлива на крейсерском эшелоне для Airbus A321 составляет примерно 2700 кг в час. На заправочном модуле автоцистерны мы видим уже знакомую стеклянную колбу. Оператор выдает немного керосина в топливные баки самолета. Затем подача приостанавливается и снова делается визуальный тест на содержание воды и механических примесей. Если нет замечаний, подача керосина возобновляется. Кстати, топливо, побывавшее в колбе, в самолет не попадает. Его сливают в небольшой дренажный бак, расположенный рядом с операционным пультом. Есть еще один весьма любопытный нюанс заправки, делающий ее еще более безопасной. В правой руке у оператора находится прибор контроля, соединенный с машиной витым оранжевым проводом. На нем имеется кнопка, которую нужно нажимать через определенные промежутки времени. Если этого не происходит, то подача топлива в самолет сразу же прекращается. Такая схема придумана на случай, если оператор по каким-то причинам больше не способен контролировать процесс заправки. Возвращаемся на топливозаправочный комплекс, чтобы отследить дальнейшее движение керосина от завода до самолета. Именно отсюда, из этих 4 резервуаров, после успешного прохождения всех тестов, керосин по трубе поступает на перронный пункт налива, который находится на территории аэропорта Шереметьево. До него отсюда около километра по прямой. При этом длина самого трубопровода около 2,5 километров. Перронный пункт налива. Это то место, где аэродромные топливозаправщики наполняют нужным количеством керосина, чтобы затем доставить его до самолета. Автопарк компании «Газпромнефть-Аэро» составлен из разных машин, которые в основном отличаются объемом установленной цистерны. Объем самых больших из них составляет 60 кубических метров, что в пересчете на вес примерно равно 47 тоннам авиационного топлива. Такой разбег получается из-за того, что плотность керосина ТС-1 по ГОСТу составляет 780 кг на кубический метр при температуре 20 градусов Цельсия. Для сравнения, у воды этот показатель 1000 кг на кубический метр.
И, кстати, о воде. На процедуре аэродромного контроля ее наличие в топливе проверяют и здесь, на пункте налива. При этом используются такие же тесты, что и на складе, откуда пришел керосин по трубе. Его набирают в банку и вращательными движениями визуально определяют отсутствие воды. Также используется уже знакомый индикатор качества топлива. Если в керосине содержится вода или примеси, на стикере появятся пятна. Вообще, столь большое внимание к наличию воды не случайно. Она имеет большую плотность, чем керосин, и плюс ко всему эти жидкости не смешиваемые. Если она в больших количествах окажется в топливных баках самолета, то займет нижнее положение относительно керосина. При отрицательных температурах она замерзнет и превратится в лед, который может стать препятствием на пути топлива к силовой установке. Даже незначительное количество кристаллов льда в керосине способно забить фильтры топливной системы самолета, что может вызвать перебои в работе двигателей. К тому же вода еще и вызывает коррозию. Именно поэтому ее наличие в топливе даже в микроскопических количествах недопустимо. Обязательно нужно отметить еще и тот факт, что отбор керосина для контрольных тестов всегда ведется из самых нижних точек резервуаров и цистерн, как раз по причине более высокой плотности воды. Пришло время посмотреть на то, как заправляют по-настоящему большие самолеты. Этот Boeing 777 модификации 300ER через пару часов примет на борт около 350 пассажиров и отправится в Нью-Йорк. В данный момент происходит финальный процесс заправки самолета. Для перелета по этому маршруту ему потребуется 88 тонн керосина. Этого хватит на полет только в одну сторону. Чтобы вернуться обратно, придется заправиться в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Топливные баки этого самолета вмещают до 181 тысячи литров топлива, вес которого будет равен 145 тоннам. Конечно, это очень большие величины, но далеко не самые рекордные. Так, например, для четырехдвигательного грузового Boeing 747 модификации 8 полная заправка составит 226 тысяч литров, или примерно 181 тонну. Заправка подобных больших самолетов – дело не быстрое из-за объема топливных баков, поэтому их заправляют в несколько этапов, если это возможно. В нашем случае несколько часов назад уже состоялась плановая заправка на более чем 50 тонн керосина. И сейчас мы присутствуем на финальной части процесса. Когда времени на обслуживание не так много, заправлять самолет могут одновременно 2 топливозаправочные машины. В таком случае керосин передается в баки со скоростью до 5000 литров в минуту. Благодаря бортовому компьютеру оператор машины всегда знает, к какому самолету нужно подъехать и сколько топлива выдать. Лайнер Boeing 777 модификации 300ER особенно примечателен тем, что на нем установлены 2 самых мощных турбовентиляторных двигателя в мире General Electric GE90 модификации 115B. Взлетная тяга каждого из них – рекордные 52 тонны. Не меньше впечатляет и расход керосина. Во время крейсерского полета каждый двигатель потребляет чуть больше 1 литра керосина в секунду. Вот почему так важно обеспечить максимальную чистоту топлива для их стабильной работы. Итак, самолет заправлен и пришло время завершающих действий. Оператор отцепляет топливные рукава от заправочных горловин в крыле. Снимается заземление, убираются противооткатные упоры, и топливозаправочная машина уезжает на перронный пункт налива топлива. Там ее вновь наполнят необходимым количеством керосина, и начнется цикл заправки следующего воздушного судна.